Season's Mythical Documentary представляет. В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле, сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», — говорил Писемский. «И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается. И наблюдать ему нечего, и некогда, все скользит, оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому на долгих, в общем тарантасе или на сдаточных, да и ямщик-то тебе попадет, подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник, шельма, а куфарка у него неопрятище, так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит. Изловишь какую-нибудь гадость в овощах, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в 10 раз срамит, так от впечатлений ты просто не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет. Ну, разумеется, густо и в сочинении выходило, а нынче все это по железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай, ешь. Пожевать некогда. День, и готово. Опять едешь. И только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда. Внимание!
Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Орел и другие. Барин, мы застряли в Орле. Пятьсот 12 78 61. Звоните, я жду.